Всем огромный привет, дорогие мои друзья, гости и подписчики моего канала. Меня зовут Любовь, мой канал посвящен вязанию и все, что с ним связано. Если вы впервые на моем канале, то обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Покровителем нового 2021 года по восточному календарю станет белый металлический бык. Поэтому в этом видео я вам предлагаю связать символ 2021 года бычка. Бычка мы будем вязать из всеми нами любимой пряжи Alize Puffy Fine. Это такая пряжа уже с готовыми петлями. В одном моточке Alize Puffy Fine 100 грамм и 14 метров. Для бычка я использовала 3 цвета пряжи. Это темно-коричневый, светло-коричневый и вот такой вот молочный цвет для мордочки. Итак, темно-коричневый цвет – это номер 329. Его у меня ушло примерно полмоточка. Этим цветом мы начнем вязать ножки. Дальше этим же цветом мы свяжем ушки и рожки. Основной цвет – это у нас светло-коричневый. Это номер 415, и ушло у меня ровно 2 моточка основного цвета. И на мордочку я использовала молочный цвет, это номер 62. Бычок получается не маленький, сейчас я вам расскажу по размерам. Итак, если мы меряем от головы без рожек, то высота бычка получается 34 сантиметра. И туловище в длину у нас получается примерно 23 сантиметра. Принцип работы у нас будет такой. Сначала мы свяжем все детали от бычка. Это будут у нас 4 одинаковые ножки, рожки и ушки. Дальше мы свяжем туловище, отдельно свяжем голову и будем пришивать рожки и ушки к голове. И затем нам нужно будет пришить голову к туловищу. И вот такой бычок у нас получится. Также нам еще понадобится наполнитель для мягких игрушек. И глазки. Я использовала вот такие вот большие глазки. Это примерно 27-28 миллиметров. И вот такие вот маленькие ноздри. Итак, если вам понравился такой бычок и вы захотите связать его вместе со мной, тогда лайк этому видео и добро пожаловать на мой мастер-класс. И мы начинаем. Ножки мы начинаем вязать темной коричневой пряжей. Для начала нам нужно сделать так называемое кольцо амигуруми, поэтому у нас должен быть достаточно длинный хвостик. Для этого надо распустить примерно 2-3 петельки. Хвостик берем в правую руку, рабочая нить с петлями в левой руке. Кончиком рабочей нити обхватываем вокруг 2 пальцев. И у нас сразу первая петелька, и мы ее вставляем в круг. Теперь эту петлю накидываем на следующую петлю от рабочей нити. У нас получается первая рабочая петелька. Для того, чтобы вам ее не потерять, вы можете отметить ее маркером. Дальше следующую петлю вставляем в центр круга и крайней петлей закрываем ее. Дальше следующую петлю мы просто закрываем. Следующую петлю вставляем в центр круга и закрываем 4-я. Следующую петлю просто закрываем, это 5-я петля. И последнюю петлю вставляем в центр круга и закрываем ее. У нас получилось 6 рабочих петель. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я и 6-я. Теперь придерживаем первую петлю. Вот у нас первая петля, мы ее держим и потихонечку затягиваем отверстие. Дальше в следующем ряду нам в каждую петлю нужно провязать по 2 петли от рабочей нити. Это у нас будет прибавка. Прибавку мы провязываем сначала за заднюю стеночку петли, затем за переднюю. Итак, вот у нас первая петля. Захватываем заднюю стеночку, протягиваем 1 петлю.
Теперь в эту же петлю, но за переднюю стеночку, протягиваем вторую петлю. В одну петлю мы протянули 2 петли, это у нас прибавка. И теперь в каждую петлю мы протягиваем по 2 петли от рабочей нити. В этом ряду мы должны протянуть 12 петель. И теперь, начиная с той петли, которая всегда остается в конце ряда, мы этот ряд закрываем, накидываем петля на петлю. Двигаемся вот так по кругу и закрываем все петли. Дальше следующий ряд мы провяжем без изменений. Теперь петли мы будем захватывать только за переднюю стеночку. Сейчас у нас 12 петель, поэтому мы протягиваем по кругу в каждую петлю по одной петле. 12 петель протянули и ряд закрываем. Далее в следующем ряду нам нужно поменять ниточку на светло-коричневый цвет. Для этого мы последнюю петлю из петельки вытаскиваем. И сюда в эту же петлю мы вставляем ниточку другого цвета. Петлю закрываем. Дальше нить темного цвета, следующую петлю мы разрезаем и лишнее отрезаем. Хвостики фиксируем между собой. И теперь мы вяжем нитью светлого цвета. Следующий ряд у нас опять идет без изменений. Мы должны протянуть 12 петель по кругу, в каждую петлю по одной и ряд закрываем. Дальше мы вяжем следующий ряд. 3 петли мы протягиваем в каждую по одной. А в четвертую мы делаем прибавку. Протягиваем сначала за заднюю стеночку, затем за переднюю. И повторяем еще 2 раза. 3 петли прибавка. И еще раз 3 петли в каждую по одной. И в четвертую прибавка. В этом ряду мы протянули 15 петель и этот ряд закрываем. Далее следующий ряд провяжем без изменений. У нас 15 петель по кругу, поэтому протягиваем в каждую петлю по одной и ряд закрываем. Следующий ряд мы вяжем 4 петли прибавка. Протягиваем 4 петли в каждую по одной. В пятую петлю мы делаем прибавку. Сначала за заднюю стеночку, затем за переднюю. И до конца ряда нам нужно повторить еще 2 раза. 4 петли прибавка. И в этом ряду у нас получается 18 петель. И затем с первой петли ряд закрываем. И следующий ряд мы провяжем без изменений. У нас по кругу 18 петель. Протягиваем в каждую петлю по одной петле и ряд закрываем. И мы провязали последний ряд. Далее следующую петлю от рабочей нити мы раскрываем. Лишнее отрезаем. Последняя петля, которая у нас осталась в конце ряда, мы выводим ее на изнаночную сторону. Протягиваем через эту петлю кончик от рабочей нити и аккуратно затягиваем. У нас получилась вот такая ножка. Остальные 3 ножки свяжите точно так же самостоятельно.
Итак, ушки мы начинаем вязать пряжей темного цвета. Первые 2 ряда я уже провязала. Вам нужно будет провязать их самостоятельно. Вяжем точно так же, как мы вязали ножку. Сначала делаете первые 6 рабочих петель в кольцо амигуруми. Дальше отверстие стягиваете. Далее второй ряд протягиваете в каждую петлю по 2 петли от рабочей нити. У вас должно получиться по кругу 12 петель. Сейчас провяжите эти 2 ряда самостоятельно. И далее следующий ряд мы вяжем вместе. В первую петлю мы делаем прибавку. Протягиваем 2 петли от рабочей нити. И далее 5 петель протягиваем в каждую по одной. 3, 4, 5. И повторяем еще раз. Прибавка. В следующую петлю протягиваем 2 петли от рабочей нити. И до конца ряда у нас остается 5 петель. Протягиваем в каждую по одной. В этом ряду у нас получилось 14 петель, и с первой петли ряд закрываем. Следующие 2 ряда нужно провязать без изменений. У нас по кругу 14 петель, поэтому протягиваем в каждую петлю по одной, протягиваем 14 петель и ряд закрываем. Это будет первый ряд. И затем повторяем еще раз. 14 петель по кругу протягиваем, ряд закрываем. Провяжите этот и следующий ряд до конца самостоятельно. Итак, провязали 2 ряда, в каждом из них по 14 петель. И следующий ряд мы вяжем убавка 5 петель, убавка 5 петель. Убавка — это когда из 2 петель у нас должна получиться 1 петля. Для этого захватываем первую петлю за переднюю стеночку, сразу же вторую петлю за переднюю стеночку и теперь петлю от рабочей нити протягиваем через эти 2 петли. Это убавка. Дальше провязываем 5 петель в каждую по одной. 3, 4, 5. И опять у нас убавка. 2 петли подхватили за передние стеночки. Петлю от рабочей нити протянули. И до конца ряда опять 5 петель в каждую по одной. В этом ряду у нас получается 12 петель, и с первой петли ряд закрываем. Следующий ряд мы провяжем без изменений. У нас по кругу 12 петель, протягиваем в каждую петлю по одной петле и ряд закрываем. Вот такое ушко у нас получилось. Немножечко его вот так вот подрастяните. И далее следующую петлю от рабочей нити мы раскрываем и петельку закрепляем. Вот такое ушко должно получиться. Второе ушко свяжите точно так же самостоятельно. Рожки мы начинаем вязать пряжей темного цвета. Для этого нам также нужно сделать первые 6 рабочих петель в кольцо амигуруми. Дальше отверстие мы затягиваем и следующий ряд вяжем вместе. Вяжем таким образом: 1 петля прибавка. В первую петлю мы протягиваем 1 петлю, во вторую у нас прибавка. Протягиваем 2 петли от рабочей нити и повторяем еще раз: 1 петля, прибавка.
И последний раз 1 петля, прибавка. В этом ряду мы должны протянуть 9 петель, и с первой петли мы ряд закрываем. Следующий ряд провяжем без изменений. Протягиваем в каждую петлю по 1 петле и ряд закрываем. Далее следующий ряд вяжем. 2 петли протягиваем в каждую по 1. В третью протягиваем 2 петли от рабочей нити, прибавка. И повторяем еще 2 раза. 2 петли, прибавка. В этом ряду у нас должно получиться 12 петель, и с первой петли ряд закрываем. Следующие 3 ряда провязываем без изменений. Сейчас у нас по кругу 12 петель. Протягиваем 12 петель в каждую по 1, ряд закрываем. Провязать нужно 3 ряда без изменений. Провяжите эти ряды самостоятельно. Итак, мы провязали 3 ряда без изменений. Рожки тоже нужно будет слегка вот так вот подрастянуть. И дальше следующую петлю мы раскрываем и последнюю петлю фиксируем. Второй рог свяжите точно так же самостоятельно. Итак, туловище мы начинаем вязать светло-коричневой пряжей. Для этого вам нужно будет провязать 2 ряда. Первый ряд мы формируем 6 первых рабочих петель в кольцо амигуруми, точно так же, как мы вязали ножки. И второй ряд, в каждую из этих 6 петель мы делаем прибавку, протягиваем по 2 петли от рабочей нити, и в итоге у нас получается 12 петель. И далее со следующего ряда мы начинаем вязать вместе. В самом начале мы должны провязать 3 прибавки подряд, то есть в первые 3 петли мы провязываем по 2 петли от рабочей нити. Первая прибавка, вторая прибавка и еще раз третья прибавка. Далее мы вяжем 3 петли в каждую по 1. Опять у нас 3 прибавки подряд. Первая прибавка, вторая прибавка и третья прибавка. И до конца ряда остается 3 петли, протягиваем в каждую по 1. В этом ряду у нас получается 18 петель, и с первой петли ряд закрываем. Далее мы вяжем 1 петля, в следующую петлю прибавка. И повторяем эту комбинацию 1 петля прибавка еще 2 раза. 1 петля, в следующую петлю прибавка. И еще раз 1 петля и в следующую петлю прибавка. Дальше мы протягиваем 3 петли в каждую по 1. И теперь все вместе повторяем еще раз. Сначала 1 петля прибавка. Эту комбинацию мы провязываем 3 раза. 1 петля прибавка. Это второй раз провязали. Еще раз 1 петля прибавка. Третий раз. И у нас остается 3 петли. Протягиваем в каждую по 1.
И в этом ряду у нас получается 24 петли. С первой петли ряд закрываем. Вяжем следующий ряд. 2 петли прибавка, 2 петли протягиваем в каждую по одной, в третью прибавляем. И повторяем эту комбинацию 2 петли прибавка еще 2 раза. 2 петли прибавка и еще раз 2 петли прибавка. Далее мы протягиваем 3 петли в каждую по одной. И теперь повторяем еще раз. 2 петли прибавка мы провязываем 3 раза. Первый раз провязали. Опять провязываем 2 петли прибавка. Второй раз. 2 петли прибавка. Повторили третий раз. И до конца ряда у нас остается 3 петли. Протягиваем в каждую по одной. И в этом ряду у нас получается 30 петель. И с первой петли ряд закрываем. Дальше мы вяжем следующий ряд. Теперь протягиваем 3 петли в каждую по одной. И в четвертую прибавка. Повторяем еще 2 раза. 3 петли, прибавка. Еще раз 3 петли в каждую по одной. В четвертую прибавка. Далее мы протягиваем 3 петли в каждую по одной. И повторяем еще раз. 3 петли, прибавка. Повторяем 3 раза. Первый раз. Раз, два, три. Прибавка. Второй раз повторили и еще раз. Раз, два, три. В четвертую прибавка. И до конца ряда остается 3 петли, протягиваем в каждую по одной. В этом ряду у нас получается 36 петель, и с первой петли ряд закрываем. Далее в следующем ряду мы будем ввязывать ножки. Для этого нам нужно протянуть по кругу 36 петель. Протягиваем в каждую петлю по одной, ряд не закрываем. Итак, мы протянули по кругу 36 петель и будем ввязывать наши ножки. Берем первую ножку, вот у нас лицевая сторона, это у нас изнаночная сторона. На туловище вот здесь у нас лицевая сторона, это у нас изнаночная сторона. Прикладываем ножку лицевой стороной к лицевой стороне туловища. Итак, вот у нас хвостик, где у нас начало и конец ряда. Именно отсюда мы начнем ввязывать ножки. На ножках мы будем захватывать по 2 стеночки петли, то есть и заднюю, и переднюю. Вот у нас петля, с которой мы закрываем ряд, ее мы не считаем. Первую, вторую петлю пропускаем, подхватываем петлю на лапке и третью петлю на туловище протягиваем. Дальше следующую петлю на лапке, четвертую на туловище. И так мы должны протянуть 6 петель. 3, 4, 5,
6. Захватываем петли подряд, каждую друг за другом, ничего не пропускаем. Итак, первую ножку мы ввязали, пропускаем следующие 2 петли. 1, 2. За третью петлю мы берем вторую ножку. Также прикладываем ее лицевой стороной к туловищу. Захватываем петлю на ножке. Первую, вторую пропустили, за третью вытягиваем первую, вторую, третью, четвертую, пятую и шестую. Тоже продели 6 петель подряд. Дальше пропускаем 4 петли. 1, 2, 3, 4. Берем третью ножку. Опять захватываем петлю на ножке. 1, 2, 3, 4 петли пропустили, за пятую. Начинаем вытягивать 6 петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Дальше опять пропускаем 2 петли и берем нашу четвертую ножку и проделываем все то же самое. Так, вот у нас пропускаем первая петля, вторая петля, за третью и вытягиваем 6 петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. И проверяем, в конце ряда у вас должно остаться 2 петли. И теперь, начиная с самой первой петли, мы все петли закрываем. Итак, вот такая деталь у нас получается. Дальше мы будем обвязывать по кругу. Смотрим, вот у нас начало ряда. Сначала протягиваем 2 петли в каждую по одной. Дальше по самой ножке мы должны протянуть 12 петель. Но если мы начнем протягивать петлю сразу вот так вот с ножки, то вот здесь у нас получается отверстие. Поэтому мы подхватим вот эту вот перегородку, вот этот переход, чтобы закрыть. И сразу следующую петлю на ножке, и теперь уже протягиваем петлю от рабочей нити. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, 11 и 12. По самой ножке протянули 12 петель. Дальше смотрим, здесь у нас тоже было 2 петли. Мы также захватываем перегородочку и потом уже петлю. Раз. И здесь точно так же мы делаем 2. И теперь по второй лапке мы протягиваем 12 петель по кругу. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Дальше здесь у нас 4 петли. Захватываем сначала перегородочку, потом петлю. 1, 2, 3 и точно так же здесь 4. И теперь по третьей лапке опять мы протягиваем 12 петель по кругу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Здесь у нас опять 2 петли. Сначала петлю с перегородочкой протянем. 1,
2. И протягиваем 12 петель по 4 лапке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. И в конце у нас тоже 2 петли остается. Сначала первую петлю мы с перегородкой провяжем. 1 и 2, 2. Итак, мы протянули по кругу все петли, обвязали все 4 лапки, и у нас должно получиться 60 петель. Можете себя проверить. Если у вас все правильно, то тогда, начиная с самой первой петли, мы ряд закрываем. Далее нам нужно провязать 5 рядов без изменений. Протягиваем в каждую петлю по одной петле. У нас сейчас по кругу 60 петель, поэтому 60 петель протягиваете, ряд закрываете. Следующий ряд опять петли по кругу протягиваете, ряд закрываете. И таким образом нужно провязать 5 рядов без изменений. Провяжите эти ряды самостоятельно.